Всем привет! Иду вдоль каменного красного забора. Парковая зона. Справа также от меня проходит загородное шоссе. И вроде бы обычное место. Но если заглянуть за забор и показать вам кирпичные корпуса 19 века, или сказать Кащенко, у многих сразу в голове сложится картинка. Хотя начиналось все вообще не с этого. Вот здесь, на этом месте, в конце 18 века была обычная загородная усадьба. Дача, пруды, сад, тишина. И ей владел Бекетов, это известный меценат, издатель. От той жизни, кстати, остался пруд. Он до сих пор называется Бекет. Потом сюда приходит купец Канатчиков, и место начинают называть Канатчиковой дачей. Но долго это все не прожило. Усадьба постепенно развалилась, и в итоге землю забирает город. Конец 19 века. Москва понимает, что старые психиатрические заведения уже не справляются. И городской голова Николай Алексеев поднимает в городской думе вопрос о строительстве в Москве новой современной психиатрической больницы на 300 коек. И здесь важный момент. Решают строить не новую больницу, не тюрьму, не изолятор, а именно лечебницу. И выбирают вот это место за чертой города. Воздух, пространство, 50 с лишним гектаров. И дальше начинается самое интересное. Эта больница строится целиком на частные деньги. Не государство, а купцы, промышленники, меценаты. Один приносит 25 тысяч рублей, потом увеличивает сумму. Другие по 100, по 200 тысяч. И к концу года пожертвований уже больше 500 000 рублей. Есть, кстати, даже история. Один купец сказал Алексееву: поклонись при всех и дам 1 000 000. Алексеев поклонился и деньги дали. Здесь на территории даже есть мемориал, фамилии всех, кто участвовал в этом строительстве. Ребят, это вот памятное место. Это меценаты строительства больницы. Кстати, я тут увидел фамилию, смотрите, торговый дом Вогау. Я недавно показывал и рассказывал, помните видео? Клан Вогау, немецкий. В общем, сами можете посмотреть фамилии здесь. Проект делают не на коленке. Сначала собираются врачи, психиатры, обсуждают вообще все, как здесь будет устроено, как будет жить человек, куда выходить, где сидеть, где находиться днем. Архитектор Васильев делает павильонную систему. Это не один огромный корпус, как вот обычно бывает, а несколько отделений, отдельных зданий, соединенных между собой такими теплыми переходами. Каждый павильон — это такая маленькая автономная больница. Спальни, комнаты для игр, столовые, комнаты для свиданий с родными, выход в сад прямо из отделений. И вот тут еще один важный момент. Не все пациенты вообще жили за этими стенами. С самого начала здесь работал патронаж. Если человек спокойный, без обострений, не опасный, его могли отправить жить в деревню, в обычную крестьянскую семью. Отдельная кровать, еда за общим столом, никакого принуждения. Семье платили деньги, больница обеспечивала одеждой, постелью, даже карманные деньги выдавали. Врачи приходили каждый день. Если уже состояние ухудшалось, и человеку сразу оказывали помощь и возвращали его обратно. Это вот как музей, дом культуры. А вот в этом орнаменте виден, наверное, шприц. Вот здесь пациенты выращивают цветы, арбузы даже выращивали. Такой, знаете, палисадник для реабилитации. Это часовня, которую возвели здесь, вот уже в советское время, даже в наше время, можно сказать. Также еще узнал, что специально для пациентов сделали маленький прудик и даже запустили 3 рыбок. Это вот с левой стороны получается мужское отделение, видите, двухэтажное. Это домовая церковь, и с правой стороны женское отделение. Кстати, городской голова Алексеев, инициатор строительства больницы, был смертельно ранен в 1893 году в своем кабинете. Это главное здание корпуса и домовая церковь на 2-м этаже. После революции больницу называют именем Кащенко, территория становится меньше, патронаж постепенно убирают, появляются трудовые колонии, советские корпуса,
И уже в советское время психиатрические больницы действительно ассоциировались у людей, наверное, со страхом. Психические диагнозы могли использоваться для подавления инакомыслия. Во время Второй мировой войны душевнобольных здесь лечили электрошоком. Он стал основным методом лечения. Также здесь лечили раненых, в основном это с травмами головы. Потом война закончилась, больница стала клинической. И да, здесь бывали очень разные люди. Бродского, например, в начале 60-х отправили сюда на психиатрическую экспертизу. Он потом напишет свой стих про Новый год на канатчиковской даче. Высоцкий здесь тоже лечился от алкоголизма. Потом превратит это в песню, но это уже, наверное, больше как способ говорить о себе, а не на именно не на про страшную историю этой больницы. Про Кащенко, конечно, рассказывают ужастики, голоса по ночам, подземные ходы, какие-то заброшенные корпуса. Но если копать, это не история про конкретные события, это обычный городской фольклор вокруг психбольницы. Документальных подтверждений каких-то мистическим, наверное, или скрытым ужасом здесь нет. Вот эту картину написал один из пациентов. Впереди эта котельная, которую я показывал, вот этот корпус бывший мужской. Видите, он вот такой длинный. И вот эти переходы, про которые я тоже вам рассказывал, между помещениями, да? Между корпусами. И вот туда дальше они продолжаются. Там тоже корпуса. Друзья, сейчас расскажу историю небольшую. Вот про это место. Это вот котельная. Написали пациенты, это было уже в 90-х годах, пациенты написали, что их здесь обучают, письмо в редакцию, в телевизионную. В общем, приехали сюда разбираться, что здесь и как. Главного врача вызвали, главный врач привел их сюда и говорит, что вот на этой трубе наверху стоит вот этот излучатель, который и облучает всех пациентов. Ну, понимаете, да, что он в этот момент шутил. Как раз-таки в те времена, помните, наверное, Кашпировский, все вот эти дела были. Вот такие, в общем, истории. Уже совсем стемнело, вот такая подсветка на главном корпусе. Памятник меценатам. Кстати, про меценатов-то я вот рассказывал вам, показывал, да. Половина фамилий мы с вами уже знаем по моим историям. Кто не знает, обязательно смотрите видео прогулки по Москве. А сейчас ты просто идешь между корпусами, которым больше 100 лет. Если не знать всю эту историю, кажется, что это просто еще одно место в городе. Хотя на самом деле это была попытка обращаться с человеком аккуратно в то время, когда это вообще было не принято.